Обыграть аккорды из аккомпанемента можно по-разному. Технически это могут быть как пальцы правой руки, так и медиатор. А вот стилистически это может быть как сплошной удар по всему аккорду, так и его обыгрывание по отдельным нотам. Так вот, стандартный гитарный бой, о котором мы будем говорить, это извлечение целого аккорда, то есть всех нот аккорда с помощью пальцев правой руки. Направления у нас всего два. Это либо удар сверху вниз, либо удар снизу вверх. Но выполняться они могут немножко по-разному, соответственно, по-разному звучать, что очень важно для динамики. Давайте разберем. Первый удар – это удар сверху с помощью большого пальца. Далее это удар ногтевыми пластинами остальных пальцев, то есть удар ногтями. Также есть прием приглушения. Это прием, при котором звукоизвлечения как такового не происходит, но происходит обрывание звука вот с таким перкуссионным эффектом. Здесь левая рука вообще не участвует, то есть она может зажимать аккорд, может даже не стоять на грифе. Далее это веерообразное движение, когда пальцы распускаются поочередно. Это такое упрощенное разгиадо. Ну и последний удар это снизу с помощью мягких подушечек. Теперь условное обозначение. Важно отметить, что данные обозначения под стрелочками используются только в учебном процессе и нигде больше не встречаются. Что необходимо сделать первым делом? Первый шаг – это научиться исполнять все эти приемы по отдельности. Для этого достаточно поставить любой удобный для вас аккорд, желательно шестиструнный, и тренировать до получения оптимального звука. Комбинации разных по длительности и динамическому окрасу элементов называют рисунками. Чаще это применяют к ритму, говоря ритмический рисунок, то есть совокупность разных длительностей и акцентов. Здесь приведены 3 упражнения, то есть 3 рисунка, на которых можно будет хорошо потренироваться и в дальнейшем применять на практике. Это, конечно, не всем знакомые бой шестерка и восьмерка, но очень схожие с ними. Вот, отличаются только сложностью звукоизвлечения. Поехали! Данные рисунки боя приведены в отсутствие ритмической структуры, в отсутствие метронома, то есть в максимально простом виде. Сейчас это в общем и не требуется. Требуется лишь научиться более-менее слаженно работать правой рукой. В дальнейшем мы посмотрим, как эти рисунки работают с метрономом и как они связываются с аккордовыми последовательностями.